Привет! Сегодня мы с вами поговорим не об одном, а сразу о двух устройствах. Компания Havit, которую мы знаем в основном как производителя наушников, решила освоить для себя новое направление и выпустила на рынок сразу два устройства – умный браслет и умные часы. Стоимость у них достаточно демократичная, ну а что они нам предлагают за эту стоимость, мы сейчас и проверим. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Упаковка и в том случае выглядит хорошо. Нет ощущения, что здесь конкретно на чем-то сэкономили. Коробка из плотного серого картона с прозрачной вставкой, через которую видно само устройство. В комплектации нет ничего лишнего, только самое необходимое. Браслет или часы с ремешком, провод для зарядки и инструкция. Сначала обратим внимание на браслет. Его официальное название Havit H1120. Скорее всего, при его создании вдохновлялись внешним видом Mi Band 3. Это закругленная капсула с сенсорной кнопкой внизу. С обратной стороны датчик сердцебиения, сбоку контакты для зарядки. Сразу пройдемся по сборке. В принципе, стыки все относительно ровные. Единственное, что заметил, если посмотреть на браслет с определенного угла при включенном дисплее, становится видно на просвет ее внутренности. Это не супер жесткий косяк, но мне кажется, выглядит неопрятно. Хотя на функционал не влияет. Давайте сразу обозначу его стоимость. Браслет стоит $12. В нем установлен дисплей размером 0,96 дюйма с разрешением 128 на 64 пикселя. Что вам точно нужно знать о нем? Отдельные пиксели видны, разрешение не очень все-таки высокое стоит. Но если не вглядываться, то нормально. Для синхронизации с телефоном нужно скачать приложение WellGo, без него браслет работать не будет. Будем реалистами и сразу перейдем к основным функциям, которые вы точно получите, и они точно будут работать. Отображение времени и даты, примерный подсчет шагов, оповещение об уведомлениях, будильник, если его поставить через приложение, и продолжительность сна. Вибрация в браслете очень мощная, я бы даже сказал чересчур, но зато важный звонок и смс точно не пропустишь. В настройках приложения можно настроить оповещения о звонках, смс, WhatsApp и других приложениях, но добавить свое приложение, к примеру ВКонтакте, нельзя. Понравилось, что при отображении текста уведомления задействована вся площадь экрана, а не как в умных часах от Blitzwolf, там показывалось только 3 строчки, остальное место пустовало. При звонке показывается только оповещение, сбросить или принять звонок, конечно же, нельзя. Подсчет шагов примерный, потому что иногда браслет считает лишние шаги, но общую динамику своей активности понять можно. В Havit 1120 заявлено еще измерение пульса, давления и кислорода в крови, но не тешьте себя надеждами. Пока не придумали технологию, которая корректно бы это делала за небольшие деньги и в таком компактном размере. Поэтому это и косяком этого браслета считать нельзя, это скорее косяк всех китайцев, которые на своих носимых устройствах заявляют о таких возможностях. То же самое касается и режимов тренировок. Они тут есть, но скорее для галочки. Хотя у браслета заявлена влагозащита IP67, то есть защита от короткого погружения, но плавать с ним все равно не стоит. В Havit установлено 3 разных циферблата, и их можно менять, если вам этого захочется. Также в меню присутствует пункт «Погода», но почему-то у меня там всегда показывались одни и те же цифры, которые не соответствовали, конечно же, ситуации за окном. Автономность. В 1120 установлен аккумулятор на 90 мАч. В день при среднем использовании аккумулятор садится на 15%, то есть на неделю использования его хватит. Поэтому, если подводить итог по нему, за $12 мы получаем возможность не пропустить уведомления, так как вибрация тут мощная, будильник, ну и примерное количество шагов и продолжительность сна. Так что если вы ограничены в средствах, а оповещения вам нужны, этот браслет вам подойдет. Теперь о часах. Часы Havit имеют официальное название H1103, и с ними все немного более радужно. Они имеют форму, похожую на Apple Watch. Экран прикрывает защитное стекло, сзади контакты для зарядки и датчик сердцебиения. В комплекте положили приятный ремешок на магните, типа миланская петля, но если у вас узкое запястье, будет не очень удобно. На моем запястье ремешок фиксировался практически на конечной точке, но на запястье девушки часы и вовсе могут не застегнуться и болтаться. У Havit 1103 установлен дисплей 1,3 дюйма с разрешением экрана 240 на 240 точек. Отдельные пиксели, конечно, видны, но в целом картинка однозначно приятная. Датчика освещения здесь нет, подсветка регулируется вручную, всего есть 6 уровней, но на солнце, конечно, не очень хорошо видно.
Часы соединяются с телефоном с помощью приложения Dafit, который мы уже где-то видели. А если точнее, то это часы от Blitzwolf, они работали тоже через него. На самом деле, как управление, так и в принципе интерфейс и философия часов тоже такая же. Экран не сенсорное управление происходит с помощью сенсорной кнопки внизу экрана. Короткое нажатие – это перелистывание меню, долгое – выбор пункта меню. Шаги часы меряют так же посредственно, как и браслет, но поточнее. В отличие от блицов, текст уведомлений показывается, задействуя всю площадь экрана, это однозначно плюс. Но свое приложение добавить также нельзя. А если выбрать через приложение пункт «Другие», то, как и в случае с Blitzwolf'ами, начинает приходить все подряд, к примеру, уведомления о зарядке телефона. Понравилось, что здесь есть сверху над экраном индикатор, который мигает зеленым, если у вас есть пропущенное уведомление, это удобно. Из удобных фишек здесь реализовано управление музыкой на телефоне, можно останавливать и переключать треки, работает корректно. Ну и есть удаленное управление камерой. А еще есть возможность, в отличие от Blitzwolf'ов, поставить свою собственную картинку на циферблат. Делается это через приложение. Конечно, здесь якобы тоже есть измерение пульса, давления и кислорода в крови, но, как я уже говорил, это все не работает. Пульс и давление часы находят даже у моей подставки. В 11.03 стоит аккумулятор на 170 мАч, и при среднем использовании они разряжались на 10% в день. Так что на 7-10 дней их хватит. Ну из приятного, в часах заявлена влагозащита IP67, они не боятся дождя и даже может быть душа. Но китайскую технику, конечно, всегда рисково подвергать таким испытаниям. Подводим итог. За 12 и 25 долларов соответственно мы точно получаем работу с уведомлениями, отображение даты и времени, ну и примерный подсчет шагов и сна. Ну и в случае с часами Havit еще управление музыкой, что на самом деле полезно. Стоит их покупать или нет, решает каждый сам для себя. Ну а я, как и обещал на недавнем стриме, объявляю розыгрыш этих двух девайсов. Разыгрываем сразу оба, и победителя будет тоже два. Условия максимально простые. Подписаться на этот канал, поставить лайк и написать один любой комментарий. Итоги мы подведем 14 октября в прямом эфире. Ну а на сегодня все. Удачи, если вы будете участвовать в розыгрыше, и до встречи в следующих видео. Пока!